everyone. My name is Matthews, and today we are going to talk about a common disease, cancer. And cancer is a general term for variety of diseases, and one of them is leukemia. So today we've got a very special guest, a child who had blood cancer, and she was declared cancer-free not so long ago. And I'll be talking to them in just a few minutes. Welcome to the interview. Hi. And I would like to say thank you for according me this opportunity to interview the both of you. You're welcome. And can you give a brief introduction of yourselves? Меня зовут Наталья. Мы всех приветствуем в первую очередь. Меня зовут Наталья. Я педагог. И в первую очередь, конечно, я мама замечательной дочери Карины. Меня зовут Карина, мне 12 лет, и я дочь Натальи. I would like to pose this question. When was Karina diagnosed with blood cancer and at what age? Узнали о нашей болезни 20 июня 2018 года. 2 года назад, получается. Ей было 10 лет на тот момент. И мы приехали с нашего родного города, со Среднеколымска, в отпуск сюда и проходили обследование. В то время нас беспокоил инфекционные такие заболевания, беспокоились с весны, да? Отит, синусит, и мы это проверяли. Потом мы сдали анализы, и анализы показали, что у нас лейкоз. Что у нас, ну, это последствия как бы лейкоза, да? Или предпосылки, да, скорее всего. Вот. Нас положили 20 июня нас положили в больницу, медцентр, в онкологическое отделение. И мы там провели 7 долгих месяцев, лечились, получали лечение. And what was your reaction when you are told that Karina has got blood cancer, and how did you explain it to her? Because she was a child by then. Но сначала, конечно, это был шок. Услышать такую новость. В принципе, я не очень хорошо сейчас уже помню, что я испытывала тогда, 2 года назад. Потому что я вот думаю, что память, оказывается, стирает такие плохие моменты. Вот как-то вот организм сам, да? Я сразу, конечно, Карине не сказала, потому что это надо было подготовить ее, что мы будем лежать долго в больнице, да? Она думала, что она зашла-то всего на недельку. Ну вот, я сама была в шоке в первое время. А как Карина узнала, она может сама рассказать, да? So what was your reaction? Мама мне сразу не сказала, потому что, ну, она боялась. И я у нее спросила, что это такое. Мама сказала просто лейкоз. Но я же не знаю, что это такое. Да. Я сказала, если ты, ну, не объясняешь, я посмотрю в интернете. Она сказала, я выключу интернет. В итоге я сказала, я не буду, но я все равно посмотрела. Там написано было, что это рак крови, но я никак не среагировала, потому что, ну, я испугалась и как-то, ну, рак и рак, все. А потом уже, когда сказали, что надо долго лежать, то тогда я уже начала бояться, понимать, что это очень серьезно, и, ну, тогда я, ну, поняла. Okay. After now you are told that Karina she's got cancer, did you immediately tell your mother, your friends and people around you? Да, я в первую очередь, конечно, рассказала семье, старшим сестрам.
Потому что маме я не могла сказать, я бы не нашла подходящих слов, чтобы сказать. И просто я написала сообщение сестрам, что у нас такой диагноз подозревают. Вот. Мы общались через сообщения, потому что я по телефону вот так говорить не могла. Когда я слышала их голос, я начинала плакать. И у меня, ком в горле, я не могла с ним говорить. Поэтому мы какое-то время общались только через сообщения в WhatsApp. Yeah. И где-то только спустя дней 10 я, наверное, впервые поговорила с мамой, что у нас так-то, так-то. Вот. Конечно, все сразу сплотились в одну команду, все стали поддерживать, помогать. И до сих пор вот все, у нас большая родня, у нас много родственников, и мы все одной командой большой. И благодаря такой огромной поддержке, наверное, мы победили. Okay, that's so interesting. Mostly people, they say that cancer is something that kills. So I can imagine what was going through the mind of the mother to Karina. A lot of people associate cancer with death. So did you ever think of Karina dying from it? Конечно. Поначалу, когда ничего не было известно, я боялась. Мы с ней обсуждали этот вопрос. Yeah, I can imagine. Конечно, у всех во всем мире, рак ассоциируется с самой такой страшной болезнью, Yeah. которая может привести к смерти. И мы не исключение, мы тоже боялись. Но когда лечение начало давать свои плоды, организм хорошо реагировал на лечение, особо таких сильных, конечно, были свои побочные эффекты, но, может быть, она менее, остальных, менее... Организм очень хорошо принимал лечение, можно сказать. И тогда появилась какая-то уже уверенность, что мы тихонечко идем к победе, что мы победим. И страх как-то ушел. Благодаря поддержке тоже друзей, родственников, подписчиков, мы как-то справились с этим страхом. Indeed, a friend in need is a friend indeed. Karina, so how did your friends react, or how did your friend relate to you when you told them that guys have been diagnosed with blood cancer? Did they run away from you, or they supported you? Я им прямо не говорила, они узнали, через учителя, потому что учитель узнал от мамы, а город у нас маленький, и все узнали. Это точно. Друзья очень поддержали меня, они присылали мне несколько раз письма, всегда мне писали. Некоторые, может, не поняли этого, им было странно, что у меня нет волос, как у девочки. Вот. А большинство, они меня поддержали, звонили. Каждый писали. Каждый праздник поздравляли классом. Вот. Присылали видео-открытки. Wow. И письма, от руки. That's beautiful. So, to the friends of Karina, if you are watching this, on behalf of her, I would like to say thank you that you were there for her. You managed to send some messages and you invited her indeed for your birthday parties, and that helped her a lot in the process of treatment. Karina, what did your treatment involve? Could you tell us the process? Были несколько блоков химиотерапии, очень много. 21 пункция спинномозговая. Вот. И уколы, таблетки, которые я принимала по 13 штук. Вот. Утром и вечером. Пункцию, скажи, как ты пункция проходила? Пункция.
Первые пункции 7 месяцев я проходила с наркозом. Вот. А потом мне сказали, что у меня есть дополнительные 11 пункций, и врач сказал, что если я буду проходить с наркозом, то у меня будут большие проблемы со здоровьем, и я, и с памятью тоже. Вот. И из-за этого он мне посоветовал пройти без наркоза. Но я, конечно, боялась, потому что если с наркозом, то это больно. Вот. Но мы с мамой договорились, и я прошла эти пункты без наркоза. Вот. And on top of that, what challenges did you face undergoing this process of everyday treatment? У меня на фоне гормонов отразился сахарный диабет, который был только во время гормонов, слава богу. Вот. То есть, мне нельзя кушать сладкое, мучное. Я сидела только на гречке и супах. Вот. Еще у меня повлияли на суставы. У меня они очень болели. Иногда я даже не могла ходить. Спина у меня была как вопросительный знак. Вот. И во время химии, как и все почти дети, у нас рвота была. Вот. Тошнило. Тошнило, и мы даже не могли кушать нормально. Вот. Болела голова очень сильно. У каждого по-разному, да? Да. Вот такие бывают. Но действительно, сахарный диабет вот появился на фоне гормонов. Еще у меня были с сердцем, да? И с сердцем проблемы были. Но, наверное, это минимальное, что могло произойти. Детей бывает еще больше, побочки. No, the most important thing is you managed to pull through, and I'm very happy for you. Thank you. As we can see, she's still young, and she managed to undergo all the processes, all the difficulties, and all the challenges. Means a lot was involved. And my next question is, my beautiful Karina, so where did you get all this strength to go through this trying time or process of treatment? Во-первых, это, конечно же, была семья, потому что они меня очень поддерживали, и я не могла, не победить, потому что они всегда меня говорили, что добрые слова, и я этим мотивировалась и шла дальше. Еще это, конечно, мои друзья, подписчики, которые по сей день мне пишут слова поддержки. Вот. И у меня была такая цель, что я должна победить. Вот. Не оправдать их надежд. Of course, we know that she's a young vlogger and she's got a page on Instagram. And from the beginning, she's been mentioning the followers on Instagram that they supported her very much. And on top of that, I would like to say thank you to you, the followers, that you were there for her and you are still there for her in this good time. I know I've been brought up by a single mom, and it's very hard. So as a single mom, how did you manage to pay for the treatment, and maybe other people helped you for the treatment of Karina? Я хочу отметить, что лечение у нас было бесплатное, да, как бы мы лечились в государственной больнице. Wow, that's great. И это очень дорогостоящее лечение, конечно. Там, если не дать соврать, то говорили, что на одного ребенка где-то около 3-5 миллионов уходит на лечение. Wow, that's expensive. И государство на себя взяло наше лечение, получается. Но, конечно, были кое-какие растраты. Нам пришлось поменять место жительства. Нам пришлось купить квартиру здесь, в Якутске.
Нам пришлось переехать. Все равно в связи с лечением какие-то растраты тоже есть, да? И во всем этом меня поддержала моя семья. Я говорила, что у нас большая семья, мои братья, сестры, мама. И благодаря им мы справились и с экономическими вопросами тоже, с финансовыми вопросами тоже. For every process, there is challenges that we face, and of course, I know and understand that there are certain points or certain times when you felt like the world was just falling apart. And what was your most difficult moment during this war process for the both of you? Ну, я могу сказать лично от себя, что было самое трудное, да, во всем этом пути. Для меня это было лежать вот 7 месяцев в больнице. Ограничение моей вот свободы, да, свободы передвижения, свободы действий. Потому что до этого я работала, был небольшой бизнес, путешествовали мы всегда, активно вообще вели жизнь, да, и вдруг оказаться в 4 стенах в одной палате, вот это было для меня самым большим таким челленджем, с которым я столкнулась лично вот со своей точки зрения. А Карине, наверное, другие какие-то свои переживания? У меня было, несколько трудных моментов. Первое, это, конечно, когда мне сказали, что ты будешь лежать в больнице безвылазно 7 месяцев. Не 7 месяцев, которые я пролежала, а когда мне сказали. Вот. И еще, когда до выписки надо было ждать 2 недели, это было очень близко, из-за этого я думала, когда, почему мне так долго идет? И когда вот я ждала выписку, что я уже выздоровела, не знаю почему, но это было не трудно, но мне было волнительно, что спустя 2 года я вернусь к обычной жизни и буду здоровой, как обычные дети. And of all the things that you've explained, your fears, your challenges, how did you stay positive? Во-первых, это зависит от самого человека. Если он думает плохо, согласен. то будут, негативные мысли. А если думать хорошо, и что ты скоро выздоровеешь, планы, строить, то будет все хорошо. И ты должен и себя настраивать, и других настраивать. Когда мама отчаялась, я ее поддерживала. Из-за этого мы всегда были на позитивных эмоциях. Вот. That's awesome. Вот она правда говорит, что, наверное, больше я как-то, взрослому человеку свойственно, да, подвергаться каким-то негативным со стороны вещам, нежели ребенку. И так как я трезво оценивала ситуацию, я все равно в какие-то моменты могла упасть духом, не знаю, да. Она меня всегда вытаскивала прям вот так вот за волосы. И у нас с ней очень хорошие доверительные отношения, мы как подружки, поэтому мы друг друга Да, я заметил в Инстаграме. And what are some of the good moments that you've learned from everything that you've gone through as mother and child? Мы из всей этой ситуации, конечно, стараемся только самые хорошие стороны, плюсы только извлекать, да? Но мы удостоверились в тех людях, которые действительно наши друзья. Те, кто остались с нами до конца, вот они наши друзья. Мы увидели, да? У Карины появился свой блог. Это было много новых знакомств. Да, и не знаю, мы сильнее стали, наверное. Мы уже боимся, наверное, меньше, да? Раньше, если мы боялись каких-то, может быть, даже таких нелепых каких-то страхи были какие-то, а сейчас
Я вот правда стала бояться меньше. Если мой ребенок здоров и я здорова, значит ничего страшного не случилось. Какие-то жизненные мелочи, оказывается, они реально настолько мелочи, а мы раньше по поводу и без повода их там боялись или что-нибудь, да, какие-то страхи. А сейчас, ну, главное, чтобы все рядом были здоровы, и от этого вот сила и появляется. For every situation, there's a reason, and as we all heard, there are positive moments that they are able to remember, because for every situation there is a way out. And to you, our viewers who are watching, maybe you're going through challenges that you don't see any light at the end of a tunnel. Just know that one day you are going to pull through. As people put it or say, everything has got an end. And last week I got a text from her that she was declared cancer free. Of course, I was very happy, I was surprised, and I couldn't believe. Now, the good news, you were just declared that you are cancer free. You will no longer be going under any treatment or staying in the hospital for 7 months or going there. How do you feel? Because me, I feel very happy for you. Ну, как любой человек на моем месте, я, конечно же, радовалась, но это были не такие эмоции, ну, не такие взрывные, потому что это было волнение, потому что, ну, было страшно, почему-то, не знаю, но было страшно, и, конечно же, было очень радостно, что вот, наконец-то, все закончилось, и этот путь мы прошли достойно, вот. И эти эмоции я не могу так правильно передать, потому что человек, как я говорила, который не был на моем месте, который не болел и не победил, но не знает, что это за эмоции, даже если я объясню. Мы немного по-другому даже представляли, да, раньше думали, вот мы победим, что-то там, прям чуть ли не олимпийские чемпионы, прям, вау, думали, столько эмоций будет, да, а оказывается, на самом деле, как-то все внутри, так у нас какие-то переживания были внутренние. И как-то не могли мы прямо даже кричать или что-то, да. И Карина даже спрашивает: мама, ты что ли не рада? Почему ты так не радуешься? А я внутри вот все переживания прошли внутри, и как-то осознание, что вот неужели мы закончили, победили, это все внутренние такие переживания были, конечно, больше. No, I'm very happy for you that you managed to fight and you are free from cancer. Спасибо. Yeah. And worldwide, there are kids like you who are going through what you went through, and they don't have hope. They think that very soon they will die. Maybe they will not be cured from cancer. So what advice do you have for a kid, not only for kids, even other people who've been recently diagnosed with cancer? Во-первых, надо эту ситуацию принять. И во-вторых, я посоветую никогда не сдаваться, никогда не опускать руки и думать только позитивно. Потому что все возможно победить, и рак тоже возможно. Вот. Ну, если постараться и верить. Having a child with special needs, it is something which is so hard because the environment they don't understand, because they are not in your shoes. So what advice do you have for parents or other guardians who are taking care of kids with special needs? Ну, я бы посоветовала родителям продолжать такой же образ жизни, как и до болезни. Сильно не зацикливаться на этом. Делать то же самое, да, ну, как бы, как и раньше.
То есть, конечно, и поддерживать своего ребенка во всяческих начинаниях, чтобы они были заняты какими-то хобби, увлечениями, чтобы побольше времени уходило на это, а не просто лежать и думать о болезни, да? Мгм. И ну, работать над собой родителям тоже, чтобы не самим, да, не падать духом. Это тоже очень сложно, потому что от нашего настроя, от нашего настроения вот зависит настроение наших детей. И вот как мы будем дальше бороться. To our viewers, we are almost coming to the end of our interview. And to our guest, Karina and Natasha, what are your last words to the people who are watching this amazing interview? В первую очередь спасибо моей семье, ну, которые всегда меня поддерживают и везде, всегда и везде, не только болезни. Вот. Подписчикам, конечно же, и людям, которые поддерживают меня с других стран, потому что есть даже с Америки люди. Вот. Спасибо большое им. Я вас очень сильно люблю. Вот. Спасибо вам за поддержку. И, конечно же, моей маме и бабушке, которые всегда со мной вместе и поддержат и примут меня любовь. Вот. Я бы тоже хотела поблагодарить всех друзей, семью, подписчиков и сказать, что все можно в этой жизни преодолеть. Будьте рядом со своими близкими, проводите много времени со своими родными, друзьями, потому что это самое ценное, что есть у нас в жизни. И лучше тратить наше время на наших близких людей. So thank you for those warm words to the people who are watching. And we've come to the end of our interview. And above all, I would like to say thank you for according me this opportunity of interviewing you, because it's not all the parents who would want to share such a story to the public. For this, I say thank you. Спасибо, Махтау. Спасибо тебе за то, что пригласила.